Всем привет! Новая серия новым и старым подписчикам. Откуда берется пыль, я уже разобрался. Оттуда. Осталось только понять, куда деньги деваются. Mitsubishi 3000 GT, 92 год. Пошли. Блок АБС. Готов. Снято. В 23 серии я этот блок АБС снял с этого автомобиля. 23 серия была примерно 2,5 года назад. В 49 серии я занялся блоком АБС. Можете пересмотреть. И у меня ничего не получилось. И я сказал, вот когда-нибудь начнется серия, блок АБС готов. Он готов. Я сейчас постараюсь рассказать про блок АБС, как я его разобрал, что я в нем поменял, где его почистил. И вообще с двух собрал один. Вот видишь, тоже прикол. Он мой снаружи весь грязный, окисленный, жопа ему. А внутри у меня все четко. А тот в Польше, его, наверное, сняли, и он где-то на разборке провалялся, блядь, миллион лет. И он внутри ржавый. Мой снаружи, да и все. Поэтому я и польский не разбирал. Подумал, что, знаешь, он, наверное, тоже хороший внутри. А оказалось, что польский внутри говно. И при этом постараюсь его поставить на свое место. Блок АБС устанавливается под правым крылом вот здесь. Вот тут он ставится. Все эти трубочки уже готовы, то есть его нужно прикрутить в железяку. Опа, красота. Сначала его нужно установить вот в эту железяку, а потом эту железяку прикрутить на свое место. Я не знаю, как это вот, или просто дальше рассказывать. А потом, когда я буду его ставить на место, я поставлю этот фотоаппарат и пусть он себе снимает. Комментарии мне никто не пишет, ну понятно, никто комментарий не пишет, потому что я новые серии не снимаю. Нужно снимать по одной-две серии в неделю, тогда класс. Если вы соберетесь разбирать и реставрировать свой блок АБС на своем автомобиле MB668392 с моей машины, для того, чтобы его разобрать, сначала нужно было очистить от ржавчины вот эти крепления. Крепится он на вот таких вот болтах. Раз, два, три. С резинками внутри. Вот сюда вставляется и вот сюда. Это очень легко. Отсюда его выняли, грубо говоря. Вот отсюда. Вот так вот. Его выняли. Открутили трубочки. Они у всех, наверное, очень ржавые. Здесь были еще такие пружинки одеты. Понятно, я ее снял, одел термоусадку. И эти пружинки я не использовал. Откручиваем вот это, откручиваем, вынимаем вот это, откручиваем вот это. Оно просто выкручивается, там резьба. Стало? Было. Стало? Было. Но еще не готов. Потом с другой стороны снимаем этот блок, открываем, там 3 болтика. Снимаем эти 3 болтика и полностью эту коробку отделяем от вот этой металлической платы. И все это будет висеть на проводке. Для того, чтобы снять электродвигатель, откручиваете 2 болта и не вынимаете электродвигатель. Но если вы электродвигатель вытащите вот здесь и с другой стороны, лицо у меня тоже напрягается. О, пошло. Есть. И нагрел. И почистил. И открутил. есть вот такие штучки. Это с моего второго. И там внутри поршни. То есть, если ты его вытащишь, поршень выпадает, и его потом нельзя вставить. То есть, по-любому придется разбирать сам блок. Сначала я начал разбирать свой. У меня не получилось. Я в Польше купил еще один. Начал разбирать польский. Начал польский приводить в порядок. Когда приехал польский, я свой отложил в сторонку и начал заниматься польским блоком АБС. Я его почухал, более-менее привез в нормальный вид, но я его не разбирал.
Открутил я болты, покрасил снаружи просто для красоты электродвигатель, да, и потом оставил сушиться. Ко мне приехали ребята знакомые, зашли ко мне в гараж, я им хотел показать, и я забыл, что моторчик открученный, взял за этот моторчик, так поднял и вытащил этот мотор. А если ты вытаскиваешь мотор, эти пины вылетают, и его нужно разбирать. Я очень сильно расстроился, а потом я увидел мой моторчик, когда я разобрал свой блок АБС. То есть он внутри нормальный, чистый, не ржавый. Он снаружи был весь в говне, а внутри он работоспособный. И он работал. А когда я заглянул в польский блок, я понял, что его сняли лет 5 назад, внутри не было никакой жидкости, и он весь внутри заржавевший. Для того, чтобы рассоединить блок АБС между собой, один болт, второй, третий, четвертый. Рекомендую эти болты даже не пробуйте их выкручивать. Они не выкручиваются ни в какую. Что я сделал? Я их просто-напросто отпилил. Да, вот это старый мой болт. Эти болты я просто-напросто отпилил. Но я сделал ошибку, я отпилил близко к вот здесь. Чтобы потом этот болт, потому что здесь нету резьбы, я это вытащил, а эти в тиски зажал и тисками выкрутил этот болт. По-другому никак. Не делайте ошибку, не режьте близко к корпусу, а режьте посередине, чтобы тисками потом можно было вытащить и ту сторону, и ту сторону. Коля старается чистить ультразвуком. Красота. Пришлось купить столько всяких резиночек и подбирать по размерам. Ремкомплекта на блок ABS Mitsubishi 3000 нету, поэтому занимаемся подбором. В общей сложности здесь в этом блоке больше 80 деталей. Я каждую деталь, то что резиночки я заменил, то что смог почистить, почистил, то что смог выкрутить, выкрутил, почистил. Еще очень важный момент. Вот эти пистоны нужно одеть перчатку. Там внутри одна большая пружинка, одна маленькая пружинка, плюс маленький шарик. И вот этот поршень, он ходит. Когда электродвигатель работает, он эти поршни туда-сюда двигает, и он создает давление в тормозной системе. Вот здесь на нем есть такая сеточка металлическая. Ее можно снять только, когда вы снимаете уплотнительное резиновое кольцо. И очень важно, когда их вставляешь обратно на свое место, вот здесь с этой стороны и с той стороны, их нужно вставлять очень по центру, потому что одну сеточку, вот эта сеточка, одну сеточку я когда засовывал, она где-то закусила и сломал я ее. Хорошо, что у меня есть второй. То есть я снял с польского и поменял, поставил туда другую сеточку. То есть его нужно вот так вот аккуратно по центру и не пихать, не закручивать. Сейчас нужно это все почистить, продуть и повсовывать вот эти пины. А потом одевать вот эти бочонки. Важный момент. Сначала железка, потом резинка. Запомнили. Прикручивается вот такой гайкой. И эта гайка никак не прикручивается. Она просто вот так сверху ставится и все. Поэтому его нужно аккуратно засунуть, сверху шестигранником закрутить. Когда засовываете, пропихните чуть-чуть аккуратно туда дальше, чтобы поршень внутрь зашел. А потом этим зажать. Если сразу зажимать вот этой гайкой, можно сломать вот эту фильтрирующую железочку. А, да, еще польский мотор тоже был ржавый. И на польском моторе вот эта шайба, которая должна крутиться, да, она не центрированная. Она крутится, грубо говоря, вот так. То есть она не по центру. Вот эта байдень должна крутиться, чтобы вот эти поршни, которые тут стояли, когда мотор крутится, чтобы эта фигня прокручивалась. Не знаю, как это ее назвать, но она должна крутиться. На польском оно было заклинившее. Я промаялся очень долго, чтобы его расклинить. Но у меня получилось его расклинить. Оно теперь там ходит нормально. То есть эти поршни будут стоять, моторчик будет крутиться и не будет ширкать по вот этой железке. Сам моторчик работает. Осталось
поставить мотор, выехать на улицу, нажать на педаль и посмотреть, работает ли вообще ABS. Но к этому мы еще придем. Коробочку я заменил. Моя была поломанная. Моя была пропаянная напрямую вот сюда. Я взял с польского. Так, откручиваем вот это, вот это. Железяка раз. Как оно было? Оно было вот так. Так, нужно сначала вот это засунуть на свое место. Ставим сюда. Что одна резиночка того. Есть, есть. Вот так вот берем. Хоп. И другой стороной. Вот оно все. Опа. И он должен быть, грубо говоря, ровным. То есть вот так. Но он вроде бы ровный. Реально не верится. Уже 5-й год я занимаюсь машиной. Понятно, не каждый день. Это мое хобби. Повторюсь. Но мне реально не верится. Я смотрю. Я реально много, опять же, сделал. Когда я начал заниматься блоком ABS. Поэтому и говорят, глаза боятся, руки делают. Потому что реально руки сделали. Я думал, что я его не сделаю. Я думал, что... Я реально смотрел даже в Японии новый блок. Он есть даже в наличии. Чтобы не соврать, по-моему, 1700 или 1800 евро. Ну и плюс доставка. За новый блок. Я реально думал, что я его не смогу восстановить. Я уже даже смотрел, что нужно сделать, чтобы поменять, снять, удалить ABS. А потом потихоньку поплевал, посмотрел и сделал. Он же там должен жестко сидеть. Ну что, пойдем поставим на место. Буду еще сюда 1000 раз ходить. Столько раз сюда ходил, но ABS еще не ставил. Тут будет, конечно, темно. Еще и в камеру тебе будет. Так, смотри. Вот это. Херня получилась. Неправильно это сделал. Это неправильно. Здесь другой болт. Потому что это сверху ставится. Вот так. Ага, и перед тем, как это все делать, нужно выкрутить было штуцеры. Выкручиваем штуцеры. А я туда налил тормозной жидкости. Раз, два. Попытка неудачная. Перчатки скользят по тормозной жидкости. Вторая попытка ставить на место. Вот мы опять пришли. Так, это ставится сверху вот так. Значит, еще трубки эти. Ой, это будет нелегко мне. Каждая трубка на блоке написано RF, Front Right, Front Left. То есть каждая трубка в правильное отверстие должна вставляться. Не просто так. Чтобы ABS работал правильно. Мне нужно как-то эти трубки убрать, приподнять и засунуть болтик, чтобы оно держалось хоть как-то. На 12. Стой, жди. Не падай. Принеси лучше ты мне ключик на 12 обычный, чтобы оно не ляпнуло здесь. Спасибо. Ставлю на место блок ABS с креплением, который я отпескоструил, разобрал, поплевал, заменил все резиночки, заменил блочок, все релешки как новые. Осталось только, я же говорю, выехать из гаража, поставить мотор, выехать из гаража, нажать на педаль и проверить, или ABS работает. Так, этот насадил. Вон там эти штуцера, и я вот первый типа как-то одел. Вот этот, потом вот этот, потом вот этот. И их нужно все закрутить. Выключай камеру, сейчас я это подкручу, а когда все будет закручено, включим. A few moments later. Как бы на месте. Пришлось еще раз приходить, снимать полностью его вниз, потому что вот этот кусок проводки был у меня вот с этой стороны. Его нужно ставить с этой стороны. Этот провод, чтобы не вон туда проходил, а здесь снаружи, и вот в это крепление. И потом сюда крепится еще. Минус вот сюда крепится. Тоже посмотрел старую серию, увидел, что минус крепится здесь, потому что я думал, что минус крепится вот здесь, но это неправильно.
Установил, прикрутил все трубки. Готово. Если вы досмотрели до этого момента, не забудьте прокомментировать. Сериал продолжается. Теперь можно брать следующую деталь и приводить ее в порядок. Если кому-то интересно, лето прошло, было куча всего интересного. Понятное дело, у нас проходили также быки, я в одной серии показывал. Вот после заставки посмотрите, что у нас там происходит на улицах крови. Всем спасибо за просмотр. Двигаемся дальше. Восстанавливаем японскую легенду. Ушел. Долго в гараж не заходил. Шорты я перестал снимать. Коля в камере вспышку забыл включить, поэтому темно. Ну, как бы забывается, даже профессиональные операторы не справляются. Я ее выключил, когда приближал, да, засвечивал. Так, мне не нужны твои отговорки. Все говорят, вот, снимай, вот это тоже контент, что у тебя не получается. Да, на данный момент времени вообще-то нету, и я как приду, за что-то возьмусь, а у меня ничего не получается. Я расстроен, ухожу домой. АБС еще не готов, щитки не готовы, машину ничего не собрал, ничего не поставил на место. Немножко я подзадолбался. И вообще, да, подзадолбался. Комментарии мне никто не пишет, ну понятно, никто комментарий не пишет, потому что я новые серии не снимаю. Нужно снимать по одной-две серии в неделю, тогда класс. А я ж, блин... Это все надо почистить, Брэм с Райнигом поубирать.